Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все монет». Уважаемые зрители, один из моих друзей занимается поиском монет. Я как-то спросил у него: как ты находишь, где ты находишь эти места, откуда ты берешь информацию? На что он мне ответил: понимаешь, многие из поисковиков увлекаются поиском монет. Но для того, чтобы найти эту заветную монету, ее в прошлом нужно было кому-то потерять. И он мне рассказал о наиболее часто распространенных местах, где люди теряли монеты. Монеты теряли там, где были мосты, паромные переправы и броды. Это те места, куда заехать человеку без тряски было практически невозможно. И когда за перевоз через переправу рассчитывались монетами, то их случайно роняли в дыры настила, и монеты попадали в воду. Поэтому часто кладоискатели находят монеты в воде. Также очень часто монеты теряли в местах массовых гулянок. И это понятно. Алкоголь, пьяные драки, азартные игры. Часто во время зимних забав на горках, лыжах и санках. Упал, кувыркнулся, монеты посыпались из карманов на снег, а по приходу весны монета оказывалась в земле. Также, если человек в древности искал укрытие или спасался в каком-нибудь месте под деревом, рядом с камнем от ветра и дождя, то надо было это место отблагодарить за помощь и бросить монету. Медные или мелкие монеты теряла детвора во время игры, где нужны были мелкие деньги. Теряли монеты в местах, где была ярмарка, рынок или же трактир. Находят медяки и на чердаках церкви. Один человек нашел монеты в голубином помете, когда таскал его с чердака церкви, чтобы удобрить огород. Часто монеты находят на старых родниках или возле колодцев. Монеты очень часто находят на тех местах, где велись боевые действия или была осада города. Это то время, когда свои сбережения прячут все, и бедные, и богатые, чтобы при грабеже не нашли и не отобрали нажитое. Прятали где придется: в хлевах, подвалах, сараях, закапывали в землю под камни и деревья. Например, человек спрятал свое добро, пошел на войну воевать, но так, к сожалению, и не вернулся, погиб или пропал. Вот поэтому до сих пор находят так много кладов. Еще раньше банков не было, и поэтому люди свои сбережения хранили в глиняных горшках или закапывали на огородах в землю. Также люди закапывали свои сбережения в землю в смутные времена, такие как война, революция или же смена власти. Отдельно стоит сказать о местах возле монастырей. На церковные праздники, в случае торжеств или бедствий, вокруг монастыря проводили крестные ходы. В давке люди часто терялись: крестики, перстни, пуговицы и мелочь из порванных карманов и кошельков. У ворот всегда дежурили нищие, и часто какая-нибудь глубоко верующая купчиха бросала деньги просто пригоршнями в толпу. По уставу монастыря монахи не должны владеть какой-либо собственностью. Все добро у них было только из монастыря, и их легко могли выгнать за любую провинность. Поэтому, предвидя такое развитие событий, монахи закапывали свои пожитки неподалеку от монастыря. Также в монастыре жили еще и послушники. Они могли терять монеты, работая, к примеру, на монастырском огороде. Еще отличное место для находок – это темные пещеры. На сенокосах находят монеты, а также крестики, кольца и пуговицы. Косили люди траву или собирали урожай и по-любому что-то теряли. Разбой в стране до сих пор имеет место, а уж на Руси так и подавно. При нападении на обоз люди швыряли свои кошельки подальше куда-то в кусты или в воду, чтобы они не достались разбойникам и чтоб за них не убили. А потом, если оставались живыми, поднимали свои вещи обратно, если, конечно, находили. Очень много ценностей находят на стоянках воров. Ведь не зря, по легенде, Великий Новгород так и превратился в город со стоянки разбойников. Говорят, что под старыми кустами сирени в парках тоже находится много монет, значков и ювелирных изделий.
Что они там делают, непонятно. Видимо, часто кусты для кого-то были ночлегом, или это было место, где резвились молодые парочки. Еще очень много мелочи обычно находится на местах, где раньше были детские песочницы. Поищите монеты в тех местах, где раньше были и есть въезд в город. Там, судя по всему, платили дань, налоги или просто давали взятку, чтобы заехать. Еще можно поискать монеты в гнездах сорок. Эти птицы очень любят различные блестящие вещи. На свадьбе было принято осыпать монетами молодожен, чтобы они жили в счастье и благополучии. А когда молодая семья заселялась в новый дом, родственники закладывали под порог монеты на счастье и процветание. Номинал монет зависел от того, насколько зажиточная была их родня. Также, друзья, не забывайте о местах купания. Водные пути, узости, стремнины, отмели, пороги, броды, перекаты. Те места, где при движении вверх по течению нужно было преодолеть препятствия. Разгружать барки и лодки, переносить и класть товар на берег. Гидрография этих мест давно изменилась, поэтому ориентируйтесь по названиям населенных пунктов на речках. Изучайте старые карты этих мест. Также люди спотыкались и падали на крутых спусках к оврагам и речкам, в частности в ненастную погоду и в нетрезвом состоянии, что и служило причиной утери денег. Ищите по берегам рек и на пляжах. Там всегда, кроме пробок и мусора, можно найти много монет и даже золотых украшений. Для хорошего урожая и задабривания высших сил в старину люди часто бросали мелочь в поля. Так что не стоит брезговать полями. Обязательно ищите монеты и там. Нередко монеты закатывались в щели полов. И сейчас люди находят их, когда меняют пол в старых домах. Мой друг порекомендовал. Покупайте металлоискатель, изучайте старые карты и вперед на поиск сокровищ. Ну а если кто-то еще знает интересные места, где можно поискать монеты, друзья, пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать и узнать новое для себя и также для телезрителей. Уважаемые друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.